Ты поменял рынок недвижимости. Сам флиппинг имеет риски. Какой оборот твоя компания сделала за прошлый год? Меня удивило о том, что как доверчиво люди вкладывают в это деньги. Я помню, я у тебя брала консультацию. Мы продали в центре Москвы за 57 миллионов рублей. Ты принес в рынок вообще новое веяние. Депозиты уже все, себя изживают. Какая самая дорогая квартира была в продаже? На гарантию какого-то дохода нельзя давать. А есть ли какие-то фишки, вот последние, которые больше всего заходят покупателям? Какие вообще факторы повлияли на твой успех? Инвестора стали мне доверять. На что обращать внимание при покупке квартиры в бизнес-классе для инвестиций? Вот там будет цена расти 100%. И в итоге сейчас эти квартиры выросли на 20%. Вот тогда ты понимаешь, что, слушай, реально тут можно заработать. Рынок недвижимости сметут. А что будет с рынком недвижимости? Где приумножить и сохранить свои капиталы? Сегодня мы обсудим с моим гостем Виталий Потапов, практикующий флиппер в бизнесе премиум-класс. Виталий, расскажи, вообще, жив ли рынок недвижимости, жив ли флиппинг сейчас в наши времена, и что такое флиппинг, и чем ты занимаешься? Всем привет, Ксюш, привет. Флиппинг, что это такое? Это покупка объектов недвижимости с целью его улучшения и дальнейшей перепродажи. И флиппинг, в первую очередь, это все-таки бизнес, это процесс, направленный на получение дохода. Поэтому для меня это полноценный бизнес, которого мы сейчас и зарабатываем, я и моя команда. То есть это для тебя, ты бизнесмен, ты сам не инвестор, да, получается, и на этом зарабатываешь как именно основатель бизнеса. Ну, в этом ключе я и совмещаю и инвесторские, потому что я свои денежные средства также инвестирую в проекты по флиппингу, и я являюсь и исполнителем этих проектов. На самом деле, когда ты вошел в рынок недвижимости Москвы, это сколько это лет назад было? Ровно 2 года назад. 2 года назад. Я помню, я у тебя брала консультацию, и ты принес в рынок вообще новое веяние. То есть раньше как было? Мы могли взять инвестора, инвестор покупал квартиру, оплачивал ремонт, мы потом продавали, и прибыль делили 50/50. То есть как исполнитель, как, например, организатор, да, флиппинг процесса, мы ничем не рисковали, не вкладывали. Ты поменял рынок недвижимости, ты, получается, применил новую схему. Расскажи, какая она? Я сам предприниматель в прошлом, скажем так, то есть у меня бизнеса было не один, и после того, как я пришел в рынок флиппинга, я увидел, да, правильно говоришь, что происходит на рынке Москвы, когда люди, инвесторы вкладывают все, дают и на ремонт, и на покупку, доверяют деньги исполнителю, который должен дать им принести какой-то там доход, да, мы скажем там воображаемый примерно там на цифрах. Меня удивило о том, что как доверчиво люди вкладывают в это деньги, потому что сам флиппинг имеет риски, да, мы будем честны. Первое, это документы они могут быть там очень много черных документов, черных риэлторов, очень много там, как сейчас ситуация, бабушек подставляют, и потом ты остаешься с этим судиться. Второй риск — это все-таки, что проект может быть сделан, но не реализован по той цене, по той доходности, которую ты ожидал. И тем самым инвестор останется там ни с чем, а то знает, кто-то знает и может уйдет в минус. Поэтому эти риски у инвестора на первом счету, то есть он должен понимать, так, зачем я буду работать с исполнителем, который ничем не рискует, но я рискую всеми своими деньгами, я лучше пойду по другому пути. И вот этот момент принес я, когда инвестор дает денег только на покупку квартиры, а я как исполнитель вкладываю свои деньги там, в ремонт, в исполнение этого проекта и так далее. То есть я точно так же, как он, рискую своими деньгами. Пускай это не пропорционально, не одинаковые вложения, но в любом случае инвестора, которые вкладываются в нас, которые инвестируют, они защищены. Защищены тем, что они понимают, что я полноценно оцениваю риски и готов с ними разделить как доходы, так и убытки. Ну, а может быть такое, что человек зашел, купил квартиру, ты ему сделал ремонт, а он захотел ее оставить себе? У нас есть такие случаи, нам инвестор выплачивает нашу комиссию, которая прописана в договоре. Договор, да? Да, в договоре прописаны отступные, в случае, если он отказывается продавать, и в каком размере они могут быть. Поэтому инвесторы некоторые соглашаются с этим, мы договариваемся, спокойненько выплачивают нашу комиссию за работу, и все, каждый занимается своим. Отлично. Расскажи, пожалуйста, какой оборот твоя компания сделала за прошлый год и какой был самый дорогой объект в продаже? В прошлом году мы реализовали квартиры на 985 миллионов рублей. Миллиард. Ну, я его не называю, потому что я не достиг его, скажем так, 985. И мы в моменте управляли там 25, даже 30 квартирами.
То есть мы работали в эконом, такой комфорт, были сегменты, бизнес потихоньку уже запускались. Но сейчас у нас полноценно мы обрезали все концы от эконома, комфорта, только вот бизнес и премиум-класс. А какая самая дорогая квартира была в продаже? Мы продали в центре Москвы там, за 57 миллионов рублей. А покупка ее была? А хотя были и дороже. Там порядка 25 миллионов. 27 миллионов мы ее купили, за 57 реализовали. Вау, какая крутая дельта. Наверное, сложная сделка, понимаешь? Очень многие думают, вот таких квартир нет, такие цены тяжело. Вы знаете, там было 5 собственников, у каждого своя доля, и все они не родственники друг другу. Это коммунальная? Да, и нам приходилось ее собирать по частям. Более того, один из собственников был несовершеннолетний ребенок, за него давали автографы, одна доля была вообще дистанционная. И вот это все надо было собрать, очень тяжело юридически, именно поэтому мы получили хорошую скидку. Ну и, наверное, цикл, да, тоже был такой долгий покупки. Абсолютно верно. Почти 3 месяца у нас все этот процесс, чтобы собрать эту сделку. Ну и продажа это тоже не первому покупателю. То есть это нам пришли, один отказали, потому что увидели, как только вот эту кучу людей, сразу сказали нет. Другие, кто пришли с юристом, стали это изучать, такие, окей, мы понимаем, что все собрано верно. Виталий, расскажи, а почему ты перешел из эконома только сейчас в бизнес и премиум-класс? С чем это связано и когда это, как давно это произошло? А мы потихоньку, я переехал в Москву, естественно, с чего надо было начинать, надо было изучать рынок недвижимости, и мы пошли по самым дешевым квартирам. Ты переехал в Москву, чтобы заниматься флиппингом? Или это просто совпало с твоим переездом? Нет, ты планировал? Моя задача продолжать заниматься флиппингом. Я этим начал заниматься в Омске, 2 года этим активно занимались, управляли в моменте 10 квартирами, и говорим, как нам надо развиваться, делать такие же действия, но зарабатывать больше, да, к примеру. Естественно, мы пал на Москву, где стоимость одной квартиры или доход с одной квартиры приносил таких 3, как один доход с Москвы, как 3 с Омска, к примеру, омских квартир. Мы начали здесь их покупать и стали скупать очень много эконома. Как ты видишь, мы в самом начале сказали, что я принес новое немножко предложение для инвесторов, и, следовательно, инвесторы активно стали внести нам деньги на наши проекты. Мы скупали очень много, в моменте у нас было 30 объектов недвижимости, наверное, это было где-то к сентябрю уже, то есть я переехал в январе 23 года, в сентябре 23 у меня в моменте уже 30 квартир было, да, и я так себя зашил этим, что я понял, мне это тяжело мне, моей команде слишком много, и мы думаем, как дальше делать опять такие же действия, может быть даже меньше, но зарабатывать больше, переходить в следующий уровень, следующий класс, где стоимость квартиры уже не 10 миллионов, а 20 миллионов, 25 миллионов, мы стали покупать комфорты, потом понимаем, что, нам надо теперь следующий уровень, это уже бизнес. А доходность на вложенные, она получается одинаковая? Она выше. Ну, в процентном соотношении она одинаковая, но в количественном, естественно, она больше. Угу. То есть, если, например, нас посмотрят, да, захотят тоже инвестировать, если у вас большой капитал, да, то можно идти уже сразу в бизнес и премиум-класс, потому что получить такую доходность, вместо того, чтобы делать 2-3 квартиры, проще делать одну. Абсолютно верно. Но надо быть и готовым, что есть риски. Риски — это срок ремонта, качество ремонта, которое должно быть, да, потому что его оценивают. Ну, то есть есть свои такие, скажем, взаимозаменяемые моменты. Ты получаешь покупатель тоже в эконом-классе, в бизнес-классе, в премиум-классе есть какие-то отличия? Ну, конечно, чем дороже объект, если класс, да, выше, тем больше идет вопросы к качеству ремонта. То есть мы немножко делим людей. Покупатель эконома, он больше смотрит не на качество ремонта, а смотрит на стоимость. То есть его волнует именно экономическая составляющая. Покупатель в бизнес-премиум сегменте смотрит больше на качество того, что он покупает, да, его там именно смысл жизни. Там, не знаю, какой вид из окна, чем он дышит, какой там у него как воздух освежается, да, какой у него керамогранит, есть у него какая-то особенность, перед которыми он может выделиться перед его друзьями. Вот на это он смотрит. За это он готов переплатить больше денег. Да. Тут уже ценой можно прыгать там плюс 10 миллионов, минус. То есть, почему я говорю, такой высокий ценник, мы реализовали предыдущую квартиру. Потому что человек хотел именно жить в центре Москвы, в этой локации, с этой обстановкой. Его именно интересовало больше локация, нежели качество ремонта и так далее. Но все совпало, поэтому можно было сделать больше ценник. А бывает такое, что приходит покупатель, да, в премиум-класс, и он говорит, мне не нравится ваш ремонт, переделать, мне нужна эта квартира. У нас был покупатель, который сказал, мне не нравится это диван, кровать и кухонный гарнитур, поменяйте мне фасады, измените и пол переложите. Вот такое было. Это штучный экземпляр,
Мы сделали все для него, потратили, там, для нас это затрат было, ну, плюс, там, 200 тысяч, ну, как бы, ради сделки почти, там, в 45 или в 47 миллионов мы, конечно же, готовы были пойти. То есть так иногда кажется, просто когда, ну, у меня агентство недвижимости, у нас когда покупатели там премиум-класса, бизнес-класса, они не хотят брать с отделкой вообще недвижимости, то есть они хотят больше, ну, брать в бетоне, делать под себя, вот, а вы, получается, закрываете эту задачу. Но как вот твой ремонт, который делается в бизнес и премиум-классе, он как-то индивидуально каждая разработка идет, или вы что-то повторяете? Все проекты наши разные. То есть у вас дизайнеры работают, да? Да, мы специально просим что-то разное, мы сами изучаем какие-то новые материалы, новые какие-то тренды, там, начиная от закругленных стен, да, вот углов этих вот, там, керамогранитом под потолок, ну и так далее, мраморный, жидкий мрамор, есть такая тема. Все это мы тестируем, пробуем, нам это интересно, как это будет выглядеть, как люди будут на это реагировать. Это очень классно, потому что все наши проекты, они разные. А есть ли какие-то фишки, вот последние, которые больше всего заходят покупателям? Фишки, которые заходят покупателям, ну, умный дом, который всем нравился всегда, да, там, Алиса, открой шторы, там, хотя бы, либо на планшете что-то нажать, приточно-вытяжное кондиционирование, поэтому люди очень сразу ценят, да, у тебя обычный кондиционер стоит, либо система, там, зашитая в стене. Если добавлять фишки, ну, можем, там, сказать, например, какой мы делали, из дизайнерских, там, закругленные стены, углы, конечно же, такие, там, вау. Ой, что же было? Камин, например, там, это может быть на определенных биокамин. Этажах, да? Да, можно биокамин, он тоже дает свой вау-эффект. Люди приходят такие, о, интересный. Но, естественно, настоящий камин, он будет давать еще больше эффекта. Но это, конечно, только у тех застройщиков, которые последние этажи и специально сделаны для этого дымохода. Ты, получается, переехал в Москву ради того, чтобы масштабировать свой бизнес по флиппингу. Сейчас вот ты уже захватил, получается, бизнес-класс, премиум-класс. Куда дальше? Дубай? Достроек очень много. Да нет, там другая доходность. Можно дома строить, там здания. Мне очень хочется что-то построить, какой-то, может быть, жилой комплекс я построю со временем, и все будут продавать мои квартиры. И мы будем продавать твои квартиры. Да, это же круто. Поэтому есть к чему расти, это не предел, поэтому еще ценник премиум квартир в Москве вообще просто заоблачный, там можно еще и дальше идти. Мы пока много, ступень да, пока есть занимаем. 100, там 200 миллионов, да, есть уже вот эти вот. Ну, то есть мы говорим, мы на уровне продажи квартиры там 1-1,100,000 за метр, да, а есть там квартиры, которые за 3 миллиона за метр продают и так далее. Все это можно тоже работать с этим, строить, но загородная недвижимость еще больше. А нет ли ощущения, что вот недвижимости, знаешь, как мощность какая-то вот недвижимости, она вот сокращается? Или это было в экономии, а в бизнесе премиум там вообще поле не паханое? Какое у тебя ощущение? Сколько лет я даже не недвижимость, сколько лет я живу, я каждый раз слышу, в Москве недвижимость растет, все спрос растет, все туда хотят, все ее развивают, все туда переезжают, особенно из регионов. Поэтому я думаю, что в Москве спрос на недвижку только будет расти, и неважно, это будет эконом, это будет бизнес, это будет премиум. А то, что вот, например, сейчас вот все квартиры отремонтируют, и не будет квартир больше? Ну, это тренд будет, скажи. Если говорить про конкурентов, да, например, они есть, и даже более того скажу, тренд поменялся немножко, когда люди, инвесторы такие, скажем, пассивный инвестор, который покупал на бетон на котловане, ждал, когда дом сдастся и продавал. Люди эти сейчас идут в то, что такие, мы лучше наймем какое-то агентство, которое нам сделает инвест-ремонт, и продадим эту квартиру с ремонтом дороже. Не исключено, что пройдет какое-то время, не знаю, может, к концу года. И таких квартир будет очень много, да, и они все будут однотипные, похожие, и, скорее всего, рынок квартир с ремонтом, наверное, приостановится, ну, там, скажем, начнет снижать обороты, и тогда начнется тренд на какие-то индивидуальные, уникальные проекты под тебя, да, тогда начнутся опять люди такие, я буду, как ты правильно сказал, покупать в бетоне и буду сам для себя делать, нежели брать вот эти вот там штампованные квартиры. Поэтому сейчас, например, наша задача делать все проекты уникальными, сделать так, чтобы они не были похожи на наших конкурентов, на соседей, которые там делают. Но тренд на недвижимости меняется, и мы под него подстраиваемся. То есть у нас же вот недавно с тобой что произошло? Ставка ключевая поднялась, да. Ипотека упала. У нас, эконом-сегмент очень сильно это почувствовал. Люди перестали ты был еще тогда в экономе, когда ставка начала повышаться? У меня были последние там 2-3 проекта,
И вот они у меня там подзависли какое-то время, естественно, мы вышли, но там потом остались комфорт, несколько объектов, они тоже чуть-чуть подзависли, их как раз коснулась вот эта ключевая ставка, когда люди приходят и не могут себе позволить, просто на калькуляторе считают платеж там 250-300 тысяч в месяц, они такие, как, мы не готовы это брать. И вот тренд, мы уходим сейчас в бизнес, я говорю еще раз, рынок недвижимости будет меняться, мы под него будем подстраиваться. И так работают все, и это, ну, правильно ты говоришь, не будет такого, что всегда будут продаваться квартиры с ремонтом. Я уверен, наступит то время, когда немножко оно притормозит. Ну и получается, смотри, то, что вы сейчас перешли в бизнес-класс, это тоже вот ключевая ставка высокая, она не сильно влияет, да, на бизнес-класс. Там же в основном покупки за наличные, они как и были раньше, да, так и есть сейчас. Или Да. все-таки тоже есть какое-то влияние ключевой ставки? Ну, я думаю, ключевая ставка тоже влияет, да, ну, например, те люди, которые хотели переехать в более лучшие условия, но нужна им ипотека, они просто сейчас в режиме ожидания. Они сидят на своих депозитах, они ждут, когда ключевая ставка упадет, когда они смогут доплатить там лишние 10-15 миллионов и взять себе классную квартиру в бизнес-классе. Но рынок сейчас покупают в большинстве, то, конечно, за наличные. Те, которые уже накопили, получили там 13-й зарплаты, которые продали какую-то другую недвижимость и ее сейчас вкладывают на покупку там себе, либо детям. Ну, я думаю, просто вот это вот определенное количество пул людей, он сейчас в режиме ожидания. Как это только ключевую отложенный ставку, спрос, да, получается? как только ключевую ставку начнут снижать там, на 2 пункта, 1 пункт даже, начнется постоянный такой вот увеличение рынка спроса, покупок недвижимости. Более того, я думаю, если нам ключевую ставку там снизят там хотя бы на 4 пункта еще, то там к декабрю будет какой-то новый рекорд по выкупу недвижимости. То есть ты думаешь, они будут брать по, ну, например, на 4 там пункта, то есть там, ну, ипотека у них будет 20%. Да, все, полетит сразу спрос, очень сильно. Я, ну, как бы, я думаю, я с тобой согласна, но я согласна больше от того, что многие сейчас депозитов, да, вот они копят, на депозитах они уже какой-то жирок подкопили, и он хлынет на рынок. Депозиты уже все, себя изживают. Вот первое, обычный человек, там, не имея там статуса, привилегий в банках каких-то, он имеет там возможность положить по 23% годовых, максимальная ставка, один раз на 3 месяца суммой до 10 миллионов рублей. Ну окей, он переложил с одного, второго, третьего. Ну там сколько, 6 месяцев, 9 месяцев. Эти периоды, вот они уже заканчиваются. И люди такие понимают, что им основное дают это 16% годовых. То есть их депозитные, там, скажем, возможности начинают себя изживать. Плюс ставка рефинансирования, да, ключевая, будет падать. У людей появляется возможность зайти в ипотеку и через какой-то промежуток времени ее рефинансировать, да, по более низкому. Вот на это они будут ориентироваться. Но спрос на недвижимости, сама знаешь, он за собой повлечет огромный рост цен на квартиры. И люди будут думать, я лучше сейчас возьму по высокой ставке, через год рефинансирую, нежели я подожду еще год, и ставка будет, ну, цена на квартиру будет невероятно огромная, я просто не смогу с ней справиться, да, там. То есть к осени мы увидим опять, ну, если, да, ставка будет снижаться, ну, скорее всего, есть уже предпосылки к этому, да, то мы увидим рост цен на недвижимость еще. Мы увидим его моментально. Вот ты прям вот готовься, вот только чуть-чуть достаточно снизить, полетят выкупы всех семейных ипотек, семейных условий, опять же, у застройщиков. Застройщики полетят свои цены поднимать вверх, а за ними пойдет застройщики уже сейчас, ну, мы же работаем с застройщиками постоянно, и вот кажется, вот, ну, куда уже, вот, и каждый, вот мы смотрели, например, у нас там в декабре были покупки очень большие в одном жилом комплексе в центре Москвы, и мы прям инвесторов уговаривали, говорили, берите, и в итоге сейчас эти квартиры выросли на 20%. Но я в шоке, я говорю, с чего? И притом нет никаких рассрочек у этого застройщика, есть только семейная ипотека, ну, у них есть рассрочка с первоначальным взносом 70%, да, то есть это, ну, как бы не супер интересно для инвеста, и продолжают брать, и на самом деле я посмотрела отчет Дом.РФ, за февраль у нас продаж, ну, именно я больше новостройки, конечно, смотрю, да, там в новостройках больше, чем за прошлый год. Ну вот еще раз, новые эти рекорды. Да, это притом еще как бы вообще там, то есть ставка еще не снижалась, депозиты еще как бы не все раскрылись. А ты не ожидаешь дефицита недвижимости? Возможно, но я думаю, вот эти классные программы застройщиков, которые то дадут скидку, то поднимут, то рассрочки вот эти вот, то ипотеки какие-нибудь от своих субсидированных начнут делать, они будут, как сказать, давать свой результат. Возможно, я больше ожидаю дефицит, наверное,
Хотя нет, я ожидаю, что квартиры, которые в аренду, их будет очень много. И цена на аренду будет все-таки каким-то образом немножко там падать. Потому что сейчас все покупают, используют свои возможности программы и покупают маленькие квартиры и сдают их в аренду, чтобы там аренда окупала ипотечный платеж. Вот этого То я есть больше именно в ожидаю. маленьких, да, квартирах? Да, будет, люди там конкуренция, да, высокая? однушки, там студии-то понятно уже уходят, там однушечки, небольшие двушки, вот там вот я думаю, скорее всего, на аренде мы можем, потому что люди берут, и они просто у них лежат таким сейчас пакетами, потому что вот у меня огромное количество людей, которые берут по одной, по возможности 2 семейные ипотеки, и все это просто под сдачу. Ну, все равно семейные ипотеки, они же как бы небольшому количеству людей доступны, да, то есть только ребенок до 7 лет должен быть. Но мы ждем новую программу, он говорят, что До до 18 18. хотят, так я говорю, представь, что будет с рынком недвижимости Ну, сразу. это просто рынок недвижимости сметут, и цены будут какие-то космические. Я сама сейчас, например, тоже на перепутье. У меня есть покупатели на квартиру, я брала в рассрочку, и вот как бы могу сейчас хорошо продать, потом такая думаю, ну вот надо подождать до осени, там я вообще еще круче продам. Это притом стройка, которая строится еще несколько лет, да, то есть это вообще сейчас очень такое интересное время, и я понимаю тех людей, которые и сидят, не продают, и не торгуются, то есть у нас же есть подразделение вторички, и мы, например, там, ну, приходит продавец и говорит, я хочу быстро продать. Ну, чтобы быстро продать, ну что, надо цену снижать. Но цену я снижать не готов. Хочу. Но продайте мне быстро. Да, и то есть я его, с одной стороны, понимаю, потому что он продав, а что он сейчас купит? Да, вот если он даст какой-то большой дисконт. И в целом, мне кажется, сейчас будет время альтернативных сделок, когда мы продаваем, мы уже сразу же фиксируем, бронируем что-то, потому что цены меняются в моменте, условия, особенно там, ну, новостройки, да, там у застройщиков меняются просто, мне кажется, каждый понедельник это 100%, но бывает, что на неделе несколько раз. И сейчас такое время быстрых решений, да, наверное, вот, и, соответственно, что можно посоветовать людям, у которых, например, деньги на вкладе, да, сейчас как-то зафиксироваться уже в недвижимость или еще подождать, когда ставка снизится? Слушай, когда рынок говорит о том, что вот-вот у нас наладятся там все там товаро-финансовые отношения с международными странами, вот мы на грани этого, и думать о том, что рынок недвижимости будет падать, я думаю, вообще это не про это. Сейчас, наоборот, надо по возможности что-то купить, да, положить и ждать опять очередного роста. Твое агентство сейчас оно закупается? Давай так, надо понять стратегию того, что люди хотят. То есть, если надо понять, что человек хочет. Конечно, он хочет попытаться на этом заработать, как инвестиции, да, то есть там, купить, продать дороже, ой, заработал. А ты заработаешь просто вот на перепродаже, там, без ремонта, да, есть у тебя деньги на ремонт или нет. Либо ты хочешь купить, чтобы она у тебя была, и ты там детям потом сдавать какой-то, может быть, через 5-10 лет, если буду переезжать, продам, куплю следующую. Вот надо понять, что человек хочет вообще с этими деньгами сделать. То есть какая конечная цель, да, мы смотрим? Для чего ему квартира? От этого и исходить стратегия. То есть, если человек ищет быстрые деньги заработать, чтобы там не потерять, то если есть возможность положить на депозит по 23, положи. Если ты хочешь рискнуть пойти во флиппинг сам, да, не имея опыта, то подумай 2 раза, насколько ты заходишь в правильный сегмент и насколько ты готов с ним справиться. Есть у тебя команда, есть у тебя ресурсы, да, готов ли ты ждать не там 3 месяца, как депозиты, да, дают там минимум, там 6 месяцев, 9 месяцев, может быть и год, потому что проекты разные бывают. Вот тут нужно понять все-таки стратегию. И получается, во флиппинге какой основной шаг для высокого дохода? Что там? Вот у нас, получается, есть же там и покупка, и ремонт, и продажа. То есть вот как бы где самая большая прибыль уже складывается? Покупка, конечно. Весь доход на флиппинге, он зависит от покупки. Чем дешевле мы купили квартиру, тем больше доходность у нас получится. То есть нам надо искать ниже рынка, да, и, соответственно, я так понимаю, что чем у тебя крупнее агентство, да, то есть ты, получается, у тебя там много инвесторов, то есть у тебя уже как бы рынок захвачен, да, ты нон-стоп в нем, да, и у тебя получается покупать ниже рынка. Или сейчас нет такого? Ну, ты права, чем ты крупнее, тем больше у тебя возможности купить ниже рынка. Это тебе и застройщики могут предлагать варианты, тебе могут варианты предлагать другие риэлторы, агенты, у тебя отдел сам работает, который подбирает. Конечно же, лучше, нежели там частные, индивидуальные какие-то флип-агентства, там, не знаю, частные лица, которые занимаются флиппингом. Естественно, они сами занимаются подбором. Но вот более крупные компании, как мы, у нас работает сразу много разных людей, которые нам помогают подбирать хорошие квартиры.
А сейчас в связи с ключевой ставкой, какую доходность вы уже даете инвесторам, обеспечиваете, там, гарантируете ли вы доходность выше вкладов или нет? Есть новая тенденция в рынке флиппинга, когда флипперы начинают давать гарантию какую-то, да, минимальную доходность инвесторам. Но это, скажем так, возможно, чревато проблемами в будущем, потому что я прошел уже очень много разных ситуаций. Все-таки гарантию какого-то дохода нельзя давать. Ты либо банк, депозит, да, получая и гарантию, да, вот, например, там, дайте мне там денег по 23% годовых, я буду выплачивать, все, вот она гарантия, ты должен понимать, куда ты их используешь. Либо вы заходите как инвестиции, как инвесторы, и вы хотите заработать либо там больше стандартного дохода, там 30, 35, 40% годовых, либо вы можете иметь шансы заработать там, меньше 20%, 16, 14, 13. Готовы ли вы, инвесторы, к этому? Поэтому вы рискуете тем, что можете заработать либо как сверхдоходы, так и ниже вклада депозита. Поэтому как давать гарантию, я не понимаю. Мы заходим в инвестиционный проект, мы заходим вместе, мы вкладываемся вместе. А вдруг через 4 месяца у нас еще начнется, мобилизация очередная, стоп на рынке недвижимости встанет, либо цены начнут опять где-то падать. Поэтому давайте говорить о том, что если это инвестпроект, значит не должно быть никаких гарантий, должно быть единственная гарантия, что ваши деньги я вам верну, которые вы вложили. То есть ты делишь и прибыль, и риски, получается, абсолютно да? Верно. Угу. Вот такое-то гарантия того, что я верну ваши деньги, которые вы вложили, это да. А будет ли доход он сверх, либо нет, никто гарантировать сейчас не может. А бывало такое, что не получалось доходной сделки? У нас был один проект, это еще по эконому, когда мы сработали минус 1,5 миллиона рублей, когда инвестор зашел с ипотечным плечом, и более того, человек на первоначальный взнос взяла еще и займ на первоначальный взнос у людей по 22 или 23%. Смысл в том, что человек не хотел, как инвестор, войти в проект, не имея ни рубля, попытаться заработать. То есть он посчитал так математику, но так получилось, что проект затянулся в продаже, не хотели его покупать, и ипотека съела весь доход, а ее проценты по оплате все съели. Мы сказали: окей, мы тебя компенсируем, больше так не делай, будь всегда готова понимать, чем ты рискуешь. Все компенсировали, проект закрыли, продали его в убыток, но лишь бы уже продать и все, больше с ним не работать. Минус 1,5 миллиона, мы вышли. Единственный наш минусовой проект, это был единственный. Ну, а если, например, инвестор заходит за собственные деньги, да, соответственно, ремонт это твое агентство, да, дает, и получается риски минимальны, да, то есть 100% он свою сумму-то вернет. Конечно, еще потому что его квартира, она уже оборудована, сделан ремонт, скажем так, задешево. Смотри, мы с тобой сейчас обсудили, что у нас получается, мы прогнозируем с тобой, сидим такие ванги, прогнозируем, что будет рост рынка недвижимости, да, рост цен. Как ты думаешь, неправильно ли бы сейчас, например, ты сделал ремонт, сделал флип-проект, и взять и выставить его по супер высокой цене и сидеть ждать, когда она дойдет? Да, смысл лучше, можно так сидеть и можно прождать полгода, год, но твои деньги мы же оцениваем все с банковским депозитом. Допустим, ты будешь год продавать его по сверхвысокой цене, все равно со временем ты немножко спустишься. Сейчас рынок такой, что любой покупатель, который приходит, неважно какая цена была, она самая высокая или самая низкая, он все равно попросит еще скидку. Все, это стандартно. То есть наличка, да, сейчас? Дайте мне еще скидку. Ты такой, как? Она стоит по низкой цене. сколько ты дашь еще скидку? А какой, например, процент этой скидки, какой просят? Слушай, просят, начиная от 10%. Ого! То есть они приходят, цена стоит за 50, они говорят: хоть за 45 куплю. Ты говоришь: нет, 49, миллион. Они, давай. И начинают торговаться, как будто где-то как на базаре. Но на самом деле все риэлторы сейчас своих клиентов говорят: мы вам купим по самой лучшей цене. Сейчас можно торговаться, продажи не у всех идеальные, поэтому мы можем получить лучшую скидку. Но у каждого проекта такого флиппинга есть свой, скажем так, планы по доходам, бюджетам, по планам получения прибыли себе и инвесторам, поэтому мы адекватно оцениваем. Если мы можем дать 1 миллион скидку, мы даем. Больше мы не дадим по одной причине, что это вне наших проектов. По некоторым проектам мы просто увеличиваем цену, если видим спрос, но и все требуют скидку, мы лучше увеличим на 2 миллиона и скажем: скидка 1,5. Продадите по той же цене, которую планировали, да?
Виталий, я так поняла, что когда ты переехал в Москву, ты сразу же перевез свою семью, да? У тебя жена, 2 дочки. Да. Как вообще вот они согласились на эту аферу, и хотели ли они, и ну, как вообще вот это вот все произошло в семье, как это восприняли твое решение? Я переехать-то очень давно хотел, уже думал, как, что с этим сделать, но мы как-то просто ехали с Алтая с супругой, я говорю, давай выставляем нашу квартиру на продажу, если у нас ее покупают, то мы уезжаем, если не покупают, ну мы сидим. И только приехали, выставили, там, подождали месяц, у нас все, есть покупатель, мы, ё-моё. Естественно, супруга у нее такое сначала, стоп, я как бы боюсь, как это продать, там, снимать, это где жить, тут вроде как было своя каморочка, свой уголок. Ну, вот у нее было тяжело, а я сразу, все, круто, все, мы уже там ищем квартиру. Тяжело, первое время она там немножко такая боялась, а быстро потом освоилась. Дети-то, конечно же, им пока не маленькие, вообще все равно, куда их везут. Как вообще уровень жизни ваш в Москве улучшился или нет? Да, конечно. Именно вот, ну, как бы супруга там, ей здесь больше нравится, у вас там как бы лучше недвижимость стала или район какой-то более... Однозначно, там, мы по школам. сейчас не обсуждаем и постоянно она говорит, что, конечно же, мне здесь комфортней, здесь больше мест, где что сделать. Я сама, говорит, руки развязаны, могу тут там себя проявить. Она сейчас активно там психологию, там уже закончила несколько там обучающих там и курсов, и программ, и еще чего-то. И знакомств много, и мероприятий постоянно, всякие выставки, конференции, здесь все проходит, поэтому, говорит, мое обучение, там, каждую неделю могу что-то новое получать. Поэтому ей здесь больше нравится, естественно, чем в Омске, где мы жили. И она, мы скажем, обратно мы точно не планируем. Но вы живете в арендной, да? Вы планируете себе покупку недвижимости? Нет? Нет. То есть потому что ты деньги крутишь, да, вот в бизнесе? Я планирую купить детям, чтобы у меня у каждого ребенка, когда они достигнут 18 лет, у каждой дочери, как, знаешь, как заботливый папа, я хочу, чтобы у каждой дочки была своя квартира, чтобы она не искала мужа ради квартиры, а была сама понимала, что у нее есть квартира, она есть спокойней, и она работала уже только для себя, да, для своей жизни, для своей семьи. А для себя мы пока там, скажем, снимаем, вот, как правильно сказать, снимаем очень там большую, хорошую квартиру за минимальный ценник, деньги, потому что я такую бы квартиру бы себе бы, не знаю, не смог бы купить и оплачивать. Пока живем в комфорте, я вижу, что доход, который я получаю, позволяет нам оплачивать арендную недвижимость, и с этим мне пока комфортно. Твой доход, я думаю, конечно же, вырос, да, после переезда в Омск. Куда ты, помимо того, что ты во флиппинг, да, вкладываешь, куда ты еще инвестируешь? И инвестируешь ли ты? Ты знаешь, я везде по чуть-чуть. У меня есть немножко акций, у меня есть немножко криптовалюты. Что мы еще сделали? Я когда-то инвестировал в частный детский садик. С этим меня, как я сказал, я понял, что это не мое. Это было успешно или... Я в ноль-то. Наверное, это не успешность. Ты закончил инвестиции в ноль, я просто прошел год и сказал, нет, мне что-то не нравится, меня это там, туда надо постоянно еще вливать. Я такой, не мой бизнес, я как бы не хочу там погружаться. Я оттуда вышел. И нет такого, вот я строго приверженец недвижимости, я пока буду только тут. Квартиры, там, может быть, загородное какое-то, еще новые направления, но все это будет возле недвижки. Но ты инвестируешь в недвижимость, да? Помимо того, что ты во флиппинг вкладываешь? Конечно, я сейчас купил квартиру под аренду, ее доделываю, ремонт буду сдавать, сейчас вторую смотрю точно так же, то есть, это нормально. И то потом выигрывать на росте цен. По такому классическому пути, да? Я не раскидываюсь на кучу направлений. Вот я встретился сегодня с другом, вот как раз перед нашим с тобой, и он говорит, я занимаюсь CMM, я на Wildberries торгую, плюс у меня сейчас запускается направление, как он говорит, организация мероприятий, и что-то четвертое он сказал. Я говорю, слушай, а тебе как ты вот за всем вот то там чуть-чуть, я вот хочу построить такой бизнес, чтобы вокруг меня вот это все там генерировало. Я говорю, так ты тут еще не до конца там развился, тут не до конца устоялся, как ты планируешь за этим там делать? То есть я вот такого пока нет, я вот есть конкретно недвижимость, и вокруг нее мы будем работать. Я не пойду пока там в кейтеринг какой-то, образно говоря, не мое направление. А если бы, например, не недвижимость, не флиппинг, каким бизнесом ты бы еще занимался? Ты же бизнесмен, да, получается, пробовал разное, и, может быть, еще какое-то другое направление для себя рассмотрел? Знаешь, как-то оно появляется совершенно случайно. У меня до этого была транспортная логистика, грузоперевозки. Когда она закончилась у меня, я такой сижу, думаю, чем заняться. Я тоже там 3 месяца ходил там без работы, образно говоря, не понимаю чем. Я решил такой, давай на торгах буду что-то выигрывать, попробую автомобили.
Я попробовал раз автомобиль, 2, 10 раз попробовал, ни разу не выиграл. Продавались автомобили эти из торгов, уходили дороже, чем на рынке. Я понять не мог, что за рынок, почему так все скупают. Говорю, ну ладно, пойду в квартиры. Думаю, там так же. Оказалось, не так. И вот так вот случайно я оказался в рынке недвижимости. Поэтому какой другой бизнес, если не недвижимость, я не знаю. Это все такое, знаешь, обстоятельства твоих знакомых, друзей, кто тебя окружает, и какое-то там настроение. Вот это все, оно как бы даст тебе вообще там, чем ты будешь заниматься. Вряд ли есть такое, что я вот только с недвижкой буду. Да не говорите гоп. Может быть, вообще поедем, будем там агентами, турагентами какими-нибудь, продавать путевки или поездки за границу. Ну, то есть это да, мало да, ли что. да. У меня тоже, на самом деле, я еще в институте любила листать из рук в руки, смотреть цены на недвижимость. Я жила в общаге и мечтала о том, что вообще я думала, кто эти люди, кого нужно убить, чтобы заработать на недвижимость себе в Москве. И я всегда так ходила, смотрела в окна и такая, блин, вот у меня нет квартиры и нет проблем. Вот, ну как бы, но просто я даже не подумать не могла, что я когда-то смогу себе купить здесь недвижимость. У нас сейчас несколько квартир, и то есть это вообще просто был какой-то предел моих мечтаний. И я думаю, что реально нет ничего невозможного, надо просто смотреть по сторонам, да, и что-то во что-то выльется. А у тебя вообще в семье были бизнесмены? Ну, у меня 2 брата, каждый из них занимается своим делом. То есть один занимается кладовками, складами, старший брат, мой средний брат, я младший в семье, мой средний брат занимается бизнесом организации детских мероприятий, там у него квест-комнаты, там какие-то праздники, там пейнтболы, там, ну и так далее. То есть вот все они, я как-то последний пошел по пути бизнеса. А родители? Нет, больше все они служащие, они работали, были наемными сотрудниками, поэтому, да, на руководящих должностях разных, но как бы все это было либо госслужбы, либо частные организации. А как так получилось, что вот родители госслужащие, а вы все трое бизнесмены? Как вообще? Что они привили такого вам, что вы пошли? Ну, это такой, знаешь, ну, путь бизнесмена, он достигаторский такой, как бы люди, которые идут в бизнес, они немножко сумасшедшие, потому что в целом работать 24/7, ну, ты можешь там первое время не спать, да, у тебя там все это снятся эти процессы, да, то есть постоянно там, я понимаю, там у тебя ремонты, вот эти вот ремонты, какие-то переделки, какие-то факапы. Для меня был только пример мои братья. То есть у меня старший чем-то занимался, потом средний, я там работал, там было время, я был вообще риск-менеджером в ипотечной компании, тогда был, вот, я после университета стал оценивать людей, которые приходили получать ипотеку, тогда было вот, сильно развито вот эти агентства, когда ты мог прийти не в Сбербанк, там, а прийти в агентство, оно тебе выдаст ипотеку, получит свою какую-то бешеную комиссию тогда, отпустит человека, который не имел вообще никаких доходов. Вот я там работал. И мой пример моих старших братьев позволил мне сказать, так, они каждый чем-то начинают заниматься, а я почему не могу? То есть какого-то навыка, который передали родители, ты не можешь выделить? Я, наверное, сейчас так не могу сказать. Я вот говорю, шел как примерами за старшими братьями. А дочери, ты вообще принимаешь воспитание, ты принимаешь участие в воспитании дочерей, прям такое активное, там, что ты им показываешь, там, возишь их там на свои проекты, может быть? Постоянно. Они мои эти прорабы, постоянно на квартирах, да, они так и до сих пор не могут понять, как я зарабатываю. Говорят, на квартиры какие-то стройки, то, говорит, ты их продаешь, а почему у нас нет своей квартиры? Говорит, у тебя куча квартир, а у нас нет своей. Вот, у них такой вопрос. Ну, пока еще довольно маленькие, но финансово-денежные отношения, как работать с деньгами, мы уже проводим беседы и с ними показываем, во что можно положить там 50 рублей, как сделать из них 100 рублей. Вот это очень важно. А там дальше, как они уже будут этим распоряжаться знаниями, ну, это уже на их усмотрение. А как они пишут, кем работает папа? Вот они говорят на стройке. У нас тоже это было 8 марта, это 23 февраля, 8 марта. У меня муж же тоже занимается флиппингом. Ну, он, получается, работает инженером, и параллельно у него есть флип-проекты. И Макар написал, ну, у него, во-первых, все прорабы, которые у нас на стройках, это его подписчики. Вот, он постоянно говорит, что вот это мой подписчик, поеду к нему. И когда там папа с молотком. Вот, а про меня написал, мама работает тем, что она постоянно в телефоне снимает квартиры и меня.
Это Вот. хорошо, хороший подход. Да-да-да. Виталь, ты производишь впечатление такого, знаешь, такого четкого, собранного и постоянно такого правильного человека. Как ты расслабляешься? Как ты вообще там тусишь или нет? Было у тебя такое время, период? Я вообще не употребляю алкоголь ни в каком виде, там, как говорят, ни по праздникам, ни шампанского. Я не... Никогда? Вообще никогда. То есть это вот у Ты не меня... пробовал? Ну, это было, знаешь, вот именно опыт школьных времен, когда каждый впервые что-то попробовал, меня настолько это выбил желание, что все, у меня этого нет. Также у меня к курению отношения никакого нигде. Я расслабляюсь просто, там, не знаю, там, полежать дома, либо в баню сходить. Вот и все. Вот у меня две вещи, которые меня очень сильно расслабляют. А хобби какое-то есть? Я видела, ты хоккеем увлекаешься. Ну, хоккеем, да, это с детства, это отец приучил. Я люблю стрелять, я охотник. Вот мое хобби, очень такое сильное увлечение. Я куда-нибудь могу выехать в лес, за город, там, на 3-4 дня в тишине, без сотовой связи, ну и Но это уже добывать. в Омске, да? В Москве, мне кажется, это В Москве сложно. пока это тоже есть, но у меня пока коллектив такой не сложился, а в Омске, да, это стандартно, там несколько раз в год такое ожидаешь туда. Вот это вот больше для меня хобби. Вы переехали в Москву, получилось ли здесь как бы завести друзей, знакомых, уже обжиться? Вот, ну, то, что я понимаю, что у вас там и родители остались, да, там все родственники, и здесь кто-то был у вас знакомый, когда вы переезжали в Москву? Теща здесь была. Ну это, Да. кстати, хороший аргумент. Теща уже, она годом раньше нас переехала. Не самое главное, самое первое, что нужно сделать, это начать знакомиться с людьми. Где я это делал? Какие-то бизнес-завтраки, конференции, бизнес-клубы я стал вступать разные. Там заводить друзей, общаться, вообще понимать, что в Москве происходит, где люди как, чем живут, с чем они связываются. Я посещал даже бизнес-бани, то есть такие мероприятия. И там мы заводили новые, я заводил знакомства, которые мне помогали дальше развиваться где-то, узнавать Москву, поступать или там какие-то новые мероприятия, еще одни конференции. Вот это все вот нужно делать сразу же, моментально. Быстрее вольешься в общество. Это переросло в дружбу или это просто пока приятельские такие отношения? Да, конечно, очень много новых друзей, новых компаньонов, причем людей с более высоким доходом. То есть, когда ты хочешь стремиться за ними идти, там, более того, там, получать от них какие-то советы, это очень важно. Когда люди уже там переросли там, доход там, 1 миллион плюс, там, 2 миллиона, ты хочешь понять, так, ребята, расскажите, как это вообще? Почему так? Насколько себя чувствуешь? И ты такой раз, о, классно. И ты идешь к следующей мысли, уже там проще немножко. И насколько я знаю, что люди, которые с более высоким доходом, они на самом деле очень легко делятся, да, вот этой информацией, не закрываются. 100%. Они не боятся говорить про то, что там они заработали, более того. Самое, ты знаешь, ты больше, наверное, боишься не поверить ему. Чаще всего вот люди, которые, если в сознании вам говорят, что, да, вот там, не знаю, я там зарабатывал столько-то, столько-то, столько-то там миллионов рублей там на сделке, либо там в месяц на проекте, и если говорить, фу, что ты чешешь мне, это говорит о вам, что вы пока не в том уровне доверия, вы пока не можете справиться с тем, чтобы в себе в голове переварить такие суммы. То есть, если, например, наши зрители хотят зарабатывать большие деньги, то в первую очередь они должны поверить, да, в то, что такое бывает. Что такое возможно. Такое можно реально, говорю еще раз, познайти, там, мастер-майнды, бизнес-клубы, там ты знакомишься, общаешься. Там же не просто ты привет, сколько ты зарабатываешь. Там, ребят, приглашаю вас на мое предприятие, познакомимся, как я делаю, а вы мне дадите совет, каждый со своей точки зрения, как бы мне улучшиться. И вот таких вот я объездил, ну не знаю, там почти там 100, наверное, разных компаний. Мы ездили туда, там, мы ездили на производство, мы ездили на просто школа танца. И мы слушаем его, как он зарабатывает, что он делает, как можно там его развить. Мы видим всю подноготу, мы видим доходы, мы понимаем, какой бизнес что приносит. Вот тогда ты понимаешь, что, слушай, реально тут можно заработать. Это, мне кажется, тоже классный способ, если ты хочешь открыть какой-то бизнес, да, и не знаешь какой, пойти в бизнес-клуб, да, и там посмотреть, у кого какие бизнесы, да, там какие изнутри. проблемы, с чем они сталкиваются. Ты знаешь, я когда услышал первый раз про то, что парень, продавая самокаты, зарабатывает 5 миллионов рублей в месяц, я такой, ну то же самое для меня. Я только переехал, ну ты что, вы чешете? Когда мы это увидели вживую, как это происходит, и что оказывается, это для нас это самокаты, а для него это куча изделий, это там подписки, постоянно обновления, там колеса, подшипники и все-все-все, и это в постоянном потоке по всей стране и более того, ближнее зарубежье, ты такой, блин, а вот оно оказывается, где бизнес. Это не просто продажа самоката, это по всей стране. То есть за счет чего? За счет там личного бренда и так далее. То есть вот это вот сознание такое, все, понял, значит деньги такие есть.
Виталий, когда ты приехал в Москву, многие уже занимались флиппингом, и, не буду называть имена, я думаю, что ты тоже знаешь, были более именитые, там, и занимались и бизнес, и премиум-классом, и оказались прям очень успешными, но ты их очень быстро обогнал. Какие вообще факторы повлияли на твой успех? Фактор первый. Инвестора стали мне доверять. Очень много людей очень быстро стали нести деньги. Прям, Виталий, возьми, куда вложи, как ты считаешь. То есть я начал распоряжаться. Когда стало там инвесторских денег больше, я тогда пошел в более дорогой сегмент и так далее. Мне кажется, я стал показывать больше изюминку того, что я показываю, что я делаю, да, я стал все свои ремонты показывать, освещать во всех соцсетях, а более того, я один из первых, который стал просто приглашать людей на наши проекты, просто посидеть, посмотреть, что мы делаем. Я стал открыт, и вот доверие людей пошло ко мне, от этого, мне кажется, мне захотелось еще больше им что-то давать, еще больше от себя давать, ну и вот мы перешли в более дорогие сегменты, и все ждут: вау, Виталий, что еще нового ты можешь сделать? Вот из последнего мы камин поставили, там настоящий, дровяной, я вот показываю, как это в квартирах, оказывается, может быть дровяной камин, и у всех там вопросы: да не может быть, так нельзя сделать, вас никто не согласует, ну все есть, все возможно, и вот что-то новое люди стали доверять, я думаю, поэтому нельзя сказать, я обошел, по какому параметру, но можно сказать, что я стал... по объему. Внимание ко мне стало, да, очень много, ко мне люди там уделяют внимание, чтобы посмотреть мои сторисы, как я живу, что я делаю. Но еще мне кажется, тоже такой вот фактор, то, что раньше брали, например, на полную стоимость квартиры, да, то есть инвесторов зачастую, может быть, там соинвест, да, там, а ты стал брать от каких сумм? Коллективные инвестиции от 1 миллиона рублей. Это мне кажется, такой геморрой. Ну, ты слушай, зато люди, те, которые хотели в этом попробовать с небольшим капиталом, они со мной, и они такие: блин, клево ты, что ты нам даешь возможность это сделать. Раньше было, да, минимальный взнос там нужен был хотя бы 3 миллиона, это когда ты 1,5 миллиона первоначальный взнос ипотека и 1,5 миллиона ремонт. Не так мало кто брал. То есть это по Москве. Все брали за наличку. Раньше ипотека была отлично, то есть когда я еще переезжал, а сейчас, конечно же, нужно все наличное, если хотя бы самую дешевую квартиру в Москве купить, дайте там 10-12 миллионов, извините, не каждый может. Коллективные инвестиции усложняют, для этого есть люди, для этого есть ассистенты, которые помогают все структурировать, собрать, договора со всеми сделать, но это несет свои плоды. А сейчас ты до сих пор привлекаешь такие инвестиции? А при коллективных инвестициях, если там маленький порог входа, доходность как-то меньше пропорционально, чем человек придет с полной абсолютно суммой? одинаковая. Доходность. То есть, например, попробовать можно прийти там, да, с миллионом и... Неважно, вы полностью выкупаете, либо у вас долевое участие, есть обязательное условие. Чистая прибыль делится 50 на 50. Смотри, хочу задать такой вопрос, он, все может быть в нашей жизни, да, ты привлекаешь, получается, инвесторов, это... Как это? Участие? Как это называется ваш договор? Что вот долевые... Коллективные, да, коллективные инвестиции. Получается, они инвестируют на твое ИП. Да. А вдруг что-то с тобой случится? По долгам моим будет отвечать моя супруга, моя семья. Так как недвижимость на меня будет останется зарегистрирована, у меня есть партнер, который закончит все процессы, поможет ее реализовать, а уже семья моя рассчитается. То есть у тебя есть партнер, да, получается, который тоже делит, да, вот эти вот риски, прибыли. Да, есть бизнесы, которые только начинал, всегда были партнерства, и я за партнерство, это очень круто помогает развиваться, потому что мы друг друга там подтягиваем, где-то ты выгораешь, он тебя подгоняет, где-то он устает, ты его подгоняешь. И таким образом где-то вы там друг другу помогаете, поддерживаете. Очень круто развиваешься. Это, знаешь, никогда не 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 11. Про партнерство такая больная тема в бизнесе, потому что у всех разный есть опыт. Как вы вообще изначально нашли друг друга, во-первых, а как вы потом договорились? То есть у вас сразу же какой-то договор, кто там 51%, кто 49%, расскажи. Первую квартиру я купил сам. Я с ней там довольно сильно обжегся, когда, знаешь, так залетаешь, не понимая вообще рынка недвижимости, там взял на первом этаже, 5-этажки, далеко там от остановок было, там никакого метро в Омске нету, дом еще был, взрыв газа происходил, там все СМИ, оказывается, писали, то есть я прям встрял на там больше, чем на год с продажи с этой квартирой. И я такой понял, что мне хочется, чтобы кто-то мне помогал, и более того, чтобы я с кем-то делил риски. Я понимаю, что я могу и деньгами больше вкладываться, у нас будет больше покупок, и я могу
продавая, если не получил доход, мы тоже делим риски. И я вот стал искать. Я нашел 2 людей, и один человек в найме, а другой человек, вот он управлял уже там 11-12 квартирами, которые сдают в аренду. Я понимал, думаю, он очень опытный человек, он понимает недвижки, надо с ним работать. Но он мне отказал, говорит, не, Виталий, я не пойду в твой бизнес, он непонятный, он неинтересный. А вот этот парень, который был в найме, он говорит, да, мне интересно, при том, что мы с ним как-то в одной компании обсуждали вообще вот рынок торгов, покупки квартир и так далее. Он говорит, мне интересно, да. Сделали 1, 2, 3, 4 квартиры, потом стали обсуждать вообще, к чему мы идем. И вот тогда мы обсудили к тому, что мы идем к большому росту, к большим объектам, проектам, к строительству, что это не заканчивается, знаешь, там год прошел, все, завершаем проект, больше не будет. Мы идем к что-то глобальному, и каждый должен приносить свое. Ну вот, я благодарен ему, что мы 4 года. Но это тоже должен быть масштабный, да, получается, партнер, у которого есть потенциал роста. Ты знаешь, что на тот момент ты не понимаешь, есть потенциал или нет, но был вопрос такой, вот мы сейчас будем покупать квартиры, нам нужно 2 миллиона рублей, ты найдешь их? Он говорит, Виталий, моя задача внести 50%, твоя 50%. То есть вы всегда Всё. 50/50? Да. А по функционалу как вы делите? Сначала было сложно, сейчас он занимается полностью стройкой, ремонтами, то есть он занимается командой, которые там прорабы, продажи квартир, стройка. Я как бы проверяю дизайн-проекты, выезжаю иногда на контроль такой верхний, его задача все СП. А моя задача это инвестиции. Инвесторы, новые проекты, новое расширение рынка. То есть куда мы идем дальше, вот эти бизнес, премиум проекты, это вот уже на мне. То есть ты, получается, такое лицо, да, вашего партнерства, а он такой бэк-офис, да? Да. И получается, твой партнер тоже переехал в Москву из Омска. Да, но не сразу. Там получилась очень интересная история. Он прям противник Москвы был. Он говорит, я никуда не поеду, мне неинтересно эти пробки. Ну, то есть у всех людей есть до сих пор вот это подсознание о том, что пробки, тусклая Москва, что постоянно стройки какие-то, ну и все, и там делать нечего. Ну, как бы ты... Вроде как говорят, знаешь, как привыкли говорить, в Москве только работа, дом, работа, дом. То есть ты работаешь, потом 2 часа добираешься до дома, спишь, утром встал в 6 утра, опять на работу. Но это реально так? Вот ты переехал? Вообще не так, это вообще все не так. Я еще переехал, когда еще туристов, у нас стало мало, и дороги пустые, свободное передвижение. Он говорит, я не поеду, я буду развивать наш бизнес в Омске, ты будешь в Москве, давай так. Но все шло к тому, что все проекты выделения денег, которые мы хотели от инвесторов на проекты, более доходы нам давали в Москве. Он говорит, точно, зачем в Омске, если это в Москве можно больше получить? Мы считаемся. И в какой-то момент у нас было то ли 10 квартир в моменте, или 12, я уезжаю в отпуск на 3 недели. И я говорю, слушай, переезжай в Москву под страху, то есть посмотри, за этим всем нужно контролировать и вести. Он говорит, окей, я переезжаю. Он приехал, занимался, я возвращаюсь после отпуска, он говорит, я уже вещи везу с Омска, мне так понравилось, все, жена уже собрала, мы загрузили машину, поэтому все, мы здесь квартиру сняли, очень круто. То есть ему нравится, да, теперь в Москве? Да. Но вообще в Москве, вот я для себя тоже вывела такую формулу, чтобы не стоять в пробках, надо вот для себя какой-то такой рабочий треугольник выбрать. Например, вот я живу на Алексеевской, да, там, я, получается, там, в ВДНХ у нас садик, и если мне до центра 8 минут на машине. И вот, в принципе, какие-то встречи я провожу только в центре, и, по сути, там пробок, там проехать, 15 минут могу я, может быть, в пробке там доехать, и в целом нужно просто распределить правильно логистику, да? Мы также делаем логистику объектов. Вот мы взяли себе юго-запад такой, запад, и вот эту часть мы всю выкупаем, мы ее лучше анализируем, и ты там мы живешь, лучше да? знаем, и я там и живу, и нам проще там работать. Вот ты правильно говоришь. Наша логистика вся выстроена на этой части. Не берем другую часть, потому что нам далеко ехать, или там прорабам ехать. Но мы просто плохо знаем восточную часть Москвы, мы плохо понимаем там потребность людей. Да и сами понимаем, что самые дорогие проекты, они либо в центре, либо где-то там на западе. Ну да, получается, в целом, если там на восток у вас там и не будет ваша целевая аудитория. Пока да. Поэтому вот мы выбрали себе локацию, ты правильно сказал, надо точно выбирать место. Расскажи про финансовое планирование. Вы, получается, с партнером планируете себе какой-то на год, да, план? Или как это у нас происходит? план там по 2 объекта выкупать. Было когда-то, когда мы начинали экономом по 4 объекта в месяц, мы должны выкупать, следовательно, ты через какой-то промежуток времени это 4 объекта будешь реализовывать. С них получится определенный доход. Потом мы сократили его, когда вышли более дорогой сегмент, по 2 объекта. И сейчас у нас такая цель: 1-2 объекта ежемесячно мы должны под флиппинг покупать, брать для того, чтобы обеспечить там себя и свою команду.
для того, чтобы у них постоянно были там заработная плата и работа. Ну, то есть для денежного потока, да, постоянного. Вообще какое-то планирование делаете долгосрочное? Ну, вот как компания, там, они делают 5-10 лет и так далее, крупные. Не делали или ни сейчас разу. сложно, да, Нет, на рынке? мы не делали. Это надо, ты правильно говоришь, это надо, но мы не делали такого. Ну, это только у вас У нас пока такой только план начало. на год. Да, у нас план на год. Давай, как мы будем? Мы такие раз распределили, поехали. Хорошо было бы там на 5-10 лет, да. Виталий, у нас очень часто приходят клиенты, которые покупают себе квартиры под инвестиции в бизнес-классе, и это сейчас, наверное, большая часть наших покупателей. На что обращать внимание при покупке квартиры в бизнес-классе для инвестиций? На что обращать внимание? Первое, локация, естественно, она должна быть. Второе, сам застройщик, насколько он в топе, насколько его оценивают хорошо, потому что его будущая стоимость продажи будет влиять очень сильно от его репутации. А есть ли какие-то застройщики, которые с плохой репутацией, вот их лучше не покупать? Да, я не могу сказать. Скажем так, на застройщике ПИК ты вряд ли сделаешь быстрые инвестиции. Скорее всего, на застройщике ПИК у тебя будет пассивная инвестиция от сдачи в аренду, но вряд ли на перепродаже. Там не будет роста. Да, то есть вот таким примеру, таким мы пойдем дальше. Я бы обратил внимание на массовость застройщика. То есть если этот застройщик строит в одном месте, 6, 7, 8 домов, в каждом будет по 500 квартир, 1000 квартир, вряд ли этот сегмент будет очень сильно в цене расти. Все-таки я брал бы что-то более камерное, что-то уединенное, либо что-то там, где мало будет квартир и так далее. Вот это будет еще в таком спросе. Что еще? И самое важное, это смотреть на будущее развитие данной территории. К примеру, будет строиться новая станция метро, либо там какой-нибудь мост будет рядом развилку делать, может быть, будет строиться какой-то парк, там обустраиваться, обновляться дороги, может быть, снесут рядом гаражи, которых построят тоже какой-то там новый торговый центр. Даже он будет давать крутую инфраструктуру и тем самым давать ценник этому дому, давать рост цены этому дому. Вот есть же, например, стройки, когда вот старый район, например, вокруг пятиэтажки, туда впихнули какую-нибудь новостройку. И бывает такое, что строят, например, комплексное развитие. Не знаю, к примеру, Шелепиху, да, возьмем, ты там тоже, я знаю, работаешь на Шелепихе, или район Аминевская, да, там тоже все застроили. Что лучше, вот этот точечный, или когда вокруг, еще уже инфраструктуры из нового жилья? Точечный в основном это Москва, если мы говорим хороший ЖК, то есть это центр Москвы. Понимаешь, где ты уже построишь, даже у тебя есть старый фонд, который, вряд ли когда-то снесут по одной причине, что он имеет какую-то историческую ценность. И там твоя точечная застройка нового дома, оно будет точно какой-то это клубный выгодно. Какой-то дом. Абсолютно верно, да. Это прям топы, там цена будет всегда расти, потому что там нет мест. А Шелепиха — это набережная, и это первая линия. Все, что будет строиться за второй линией, оно не будет так иметь такую крутую ценность и не будет так быстро расти в цене. Но в любом случае это еще близость к Москва-Сити, поэтому пока там есть где строить, оно еще будет развиваться. А что ты говоришь про Аминевскую, там, к сожалению, очень много застройки, и оно тоже будет в росте цене очень маленький. Все-таки то это есть далеко уже изжил от себя район, да, и он еще будет застраиваться. Это все-таки будет давать такой некий медленный рост цен. Вот там, где уже трудно что-то построить, есть комплекс, но трудно построить, там уже будет цена, не знаю, давай скажем на примере садовые кварталы в Хамовниках. Все, там уже рядом что-то построить очень сложно, и цена за квадрат раз начинала от 700 тысяч за метр в бетоне, сейчас уже 1,5-2, понимаешь, и это только в бетоне. И смысл в том, что там вряд ли что-то рядом еще смогут построить. Лужники Коллекшн, например, это тоже, огромное, да? Там огромная застройка много, Лужники Коллекшн. Огромные, 4 здания, да, они не очень высокие будут по отношению к другим есть многоэтажкам, но рядом нечего строить больше, нет места, чтобы что-то сделать. Вот там будет цена расти 100%. А если еще и вид на воду, который очень ценится. Да, там еще самый крутой вид на Воробьевы горы, это не просто на дома, да, то есть прям реально на зелень. То есть и там ты уже знаешь, что перед тобой не построят новый жилищный комплекс, который закроет тебе весь вид. То есть получается, чтобы нам купить новостройку в бизнес-классе, которая растет, да, какие у нас критерии? Если она у воды, да, это большой плюс. Если это не массовая застройка, если это какие-то индивидуальные клубные дома. Клубные дома — это уже, конечно, премиум-класс, да, это уже... может быть, да. И, в принципе, если мы с тобой сейчас садовые кварталы и Лужники, это тоже премиум-класс. Это премиум.
А какие вот, ну, например, вот сейчас ты знаешь рынок новостроек, какие вот ты считаешь потенциально интересными? Ну, давай возьмем Шагал. Я не считаю очень выгодной покупкой для инвестиций, потому что там огромное количество, еще раз, Ну, там 9 очередей, да, там куча будет. очередей, и еще рассрочки от застройщиков люди все берут, и там потом, когда начнут все продавать, вряд ли будет большой рост. Хотя локацию называют перспективной. И Ну, я думаю, что там будет рост, когда уже застроится там хотя бы с третьей очереди все сдастся. Потому что в целом, когда уже инфраструктура какая-то Но построится. те дома, которые у воды, они 100% будут в спросе. Да. Да. Поэтому вот мы... River Sky есть... River... Фаривер? Фаривер, да. Вот он на воде, он недалеко там от метро, я думаю, он может иметь место быть. Ну вот, знаешь, по мне это такая уже неплохом. уставший бизнес-класс. То есть это уже такая застройка, которая ну, сейчас круче строит. Может быть, но на воде таких локаций мало. То есть мы там, если говорим про вот эту Нагатинскую часть, то там она тоже очень сильно уже застроенная, там ничего нового уже не будет. Поэтому если мы говорим о свежего, что вот выдано, что можно сейчас зайти, пожалуйста, я уверен, можно там хорошо посмотреть. А сейчас делается Сидней-Сити, который премиальная часть его у воды, тоже будет очень хорошо, потому что это самые близкие дома к воде. Больше там остальное уже за ним находится. На это можно смотреть. Ну, и ловить новые какие-то... ну, кстати, этот Риверскай Кутузовский, кажется, да, вот он тоже крутой, тоже у воды, и вот да, подальше от Трёшки тоже, считаю, будет очень клёвый. И тоже он премиум или бизнес? Вот как его он называть? Премиум. Ну, вот он будет крутой и точно будет расти в цене. А Северный речной порт, ну, не знаю, знаешь ты эту локацию или нет, на севере вдоль Москвы-реки, там прям застраиваются, где, получается, ну, вот речной порт, прям вокзал, да, вот этот вот, там застраивается вся набережная, и будет а-ля Дубай-Марина, то есть там прям такие башни строят красивые, с панорамными окнами, такие все они зеркальные, стеклянные. Стоит ли туда вкладываться? Когда ты можешь купить по одной и той же цене за квадратный метр ближе к третьему транспортному кольцу, либо к МКАДу, я выберу покупку квартиры ближе к Трёшке. То есть лучше Даниловский, да, район получается? 100%. Ну, там тот же самый ЖК Five, который сейчас пока очень много сомнений, прямо на Ленинском проспекте, там на Трёшке стоит. Цена за квадратный метр такая же, как вот у речного порта. Ну, такой на любителя. То есть я к тому, что, как бы, ну, может быть и ЖК, но я лучше возьму ближе к центру, чем пойду ближе к МКАДу. Расстояние одинаковое, 100 метров до МКАДа. То есть фактор воды тоже же, как бы, мы еще рассматриваем, где локация центра. Да, но для меня все-таки это, капец. Это очень далеко, я дико извиняюсь. Ну, кто хочет просто жить уже и не это. Я думаю, такие люди есть, но их все равно будет меньше. То есть инвестируем, получается, бизнес-класс, ближе к центру, хорошая инфраструктура, да, и локацию воды это будет... Ничего нового я не скажу. То есть если кто-то ждет от нас, что мы там говорим о какие-то пути, что мы делаем что-то особенное, необычное, нет, мы просто делаем действия, которые и так всем известны, мы просто предпринимаем. Вы, в свою очередь, кто-то сидит, просто думает, ждет, когда же, куда зайти, как выбрать. На самом деле есть давно написанный, правда, скрипт, не покупать квартиры там на первом этаже, на последнем, потому что они меньше имеют спрос, не покупать квартиры там далеко от метро и там с видами на помойку, на мусорку, свалку, там ТЭЦ и так далее. Все остальное будет ликвидно продаваться, особенно чем ближе к центру, тем дороже оно будет стоить. Это стандартный написанный скрипт по покупке недвижимости. Ну, тем более в Москве, да? Тем более в Москве. Ничего нового мы вам не даем, просто мы подбираем, анализируем вот этот вот центр, ищем вот по этим параметрам квартиры и их выкупаем. Выкупаем, делаем ремонт, продаем, на этом мы зарабатываем. Все. Мы ничего, еще раз говорю, нового, необычного мы не приносим в этот бизнес и так далее. Да, все супер. Просто надо действовать, надо делать. 100%. Вместо того, чтобы анализировать дольше, можно взять 2-3 агентов, обратиться, может быть, в агентство недвижимости. Мы так делали. Они вам дают советы, рассказывают про каких-то застройщиков, рассказывают про какие-то новые там вводимые, ожидаемые проекты, плюсы, минусы, оценить их, ну и взять и просто купить объект недвижимости. Ну и получается, я так понимаю, что лучше, например, брать уже сейчас, чем ждать, когда там что-то изменится, подешевеет и так далее, да, то есть уже, вот, ну, например, уже действовать, не только анализировать, проанализировали, но начинать и действовать. Мы даже тогда покупали кучу квартир, и то сидим, такие думаем, блин, а вот если мы тогда бы купили бы еще больше, вот было бы как круто.
всегда ты говоришь вот такое, Да, что вот вот у меня тогда... даже сейчас после встречи с тобой, у меня сейчас такой, блин, где бы еще взять деньги, закупить бы сейчас квартир. Вот, ну, это у меня всегда, конечно, такая, знаешь, мне кажется, инвестор в семье — это как алкоголик. Вот алкоголик, он, получается, готов продать свою квартиру ради дозы, и получается, инвестор, он тоже там готов продать свою квартиру ради того, чтобы дальше инвестировать и приумножать свои капиталы. Вот, ну, в целом, наш с тобой, да, такой алкоголизм, да, в кавычках, он приносит прибыль нашей семье, дополнительный доход, и я думаю, что он принесет нам хорошее будущее для наших детей и нам на пенсии. Вот, друзья, пишите свои комментарии, пишите свои вопросы, мы обязательно все ответим, ставьте лайк, если вам понравился наш подкаст, и подписывайтесь на мой канал. Виталий, спасибо тебе большое, было очень приятно и круто.